Добрый день, дорогие пекари! Многие из нас вспоминают детство, вспоминают вкус ватрушек из школьной или детсадовской столовой. Это были вкуснейшие, нежнейшие ватрушки с очень вкусной, сладкой творожной начинкой. Сегодня мы с вами испечем такие ватрушки по классической технологии, но с использованием закваски. Не забудьте подписаться на мой канал, также подписывайтесь на Telegram и на Дзен, чтобы быть все время на связи. Все ссылки есть в описании. Давайте приступать. Приготовление ватрушек начинаем с опары. Здесь у меня закваска подошедшая, пшеничная, 100% влажности. Кто подписан на мой телеграм-канал, видели, что она у меня потеряла активность. Я возвращала ей активность. Вот за 2 кормления она стала поживее, пока еще не идеально, но я уже готова пустить ее в замес. Подпишитесь на телеграм-канал, не забудьте, там больше информации, чем здесь. Так, опара. Берем емкость. Любую миску, в которой вам удобно. Наливаем в нее молоко 250 граммов. Молоко с жирностью 3,2%. Посмотрела, чтобы убедиться, что я вам не вру. 255 получилось. Пусть будет так. Сюда закваску. Хочу положить 50 граммов. Берем ту же самую вилку и размешиваем закваску с молоком. Мука. Обычно я муку не просеиваю, но сейчас у меня дома высокая влажность воздуха, 70%. Сейчас у нас идут дожди, поэтому мука слежалась, скомковалась и нужно просеять. Муки потребуется 125 граммов, пшеничная, высший сорт. Есть 125. И сахар для бодрости нашей опары, 20 граммов. Все, больше ничего не нужно. Муки у нас в 2 раза меньше, чем молока, поэтому опара жидкая. Руками в нее лезть не обязательно. Сразу понимаете, что она жидкая, и перемешиваем ее венчиком, вилочкой, лопаточкой силиконовой, чем угодно. Просто перемешиваем до однородности. Многие боятся опарных рецептов, но опара — это вот такая простейшая вещь, которая требует, не знаю, 5 минут на то, чтобы ее приготовить. Зато она нам потом сильно облегчит жизнь и ускорит брожение теста. Все перемешали, комки заметили, разомните. Даже если сейчас не разомнете, ничего страшного, они за время брожения опары у нас сами растворятся. Не забываем накрывать крышкой. Сейчас у меня 8 вечера. Температура 23 градуса с половиной. Оставляю просто на столе до утра. Наступило утро. Сейчас будем замешивать тесто на ватрушки. Понадобится сливочное масло 100 граммов, 80 граммов сахара, примерно 3 грамма соли, 3 желтка. Конечно же, мука. И посмотрим на нашу опару. Опара простояла 11 часов. Смотрите, какая пористость внутри. Все отлично с ней. Запах брожения яркий, приятный. Замешивать буду в моем Кенвуде. Выкладываю опару. В опаре у меня все молоко по рецептуре, поэтому жидкости не добавляю. Добавляю 3 желтка, половину сахара и 470 граммов муки. Ой, муку лучше просеять. Я уже говорила, что влажность воздуха повышенная, мука слежалась, поэтому муку просеиваю. Если мука не слежавшаяся, я ее не просеиваю. Начинаю замес на минимальной скорости. Через 3 минуты замеса тесто начинает собираться в плотный колобок. Добавляю оставшийся сахар и 1 кусочек масла. Масло у меня порезанное на кубики, вот 1 кубик я добавила. 5 минут замеса, тесто собралось. Продолжаю добавлять масло маленькими порциями. Даю ему полностью вмеситься, и только после этого добавляю следующую порцию масла. Эта порция масла полностью вошла. Добавляю последние кусочки масла. Вместе с ними добавляю 3 грамма соли и также даю полностью вмеситься. Ровно 20 минут замеса, и тесто готово. Руками замесить будет посложнее, но я показывала метод, оставлю ссылку в описании, как можно замесить сдобное тесто руками. Немного смажу маслом в миску, округлю тесто. Смотрите, какое классное оно вышло, замечательное.
Укладываю его на брожение, накрываю его крышкой и оставляю бродить на 2 часа. Поищите место потеплее, в идеале должно быть 26-28 градусов. Если такого нет, ну хотя бы 25. У меня сейчас в кухне 23. Я уверена, что в верхних шкафчиках потеплее, поэтому поставлю просто повыше. Через 2 часа брожения теста его надо поделить. Смотрите, как оно куполом красиво поднялось. Немного подпыляем муки на поверхность. Выкладываем тесто. Оно уже красиво, хорошо бродит. В случае с этим тестом не нужно ждать, чтобы оно дошло до максимума. У нас основной подъем будет уже в готовом изделии. Делим на кусочки по 50 граммов. Формуем сразу шарики. И укладываем на пекарскую бумагу. На ней же делаем расстойку. Такие маленькие шарики размером с небольшой мандарин. Сформовала все заготовки. Дальше нужно накрыть их пленкой. Пленку смазываю маслом, чтобы не прилипало к тесту. Оставляю на расстойку при комнатной температуре. Сейчас у меня 24 градуса на 2 часа. 2 часа уже растаиваются у меня заготовки, заметно выросли. Сейчас я включила духовку на прогрев на 190 градусов и сделаю начинку. Здесь у меня творог. Творог 9% аж. Вообще лучше, если он не жирный, но я почему-то купила 9%. Его нужно протереть через сито. Творог должен быть не зернистый, а такой однородный, гомогенный. Творог готов, протерт. Добавляю сахар, 70 граммов, ванилин или ванильный сахар, что у вас есть, столовую ложку сметаны, 1 яйцо. Перемешиваем начинку и смотрим на ее густоту. Если вдруг начинка влажноватая, то у меня приготовлена манка. Можно добавить немного манки. Пол столовой ложки добавлю манки. Для того, чтобы впиталась излишняя влага. Можно этого не делать. Это на ваше усмотрение. Пока отставляем в сторону. Пододвигаем наши заготовочки. Кстати, можно прям сквозь пленку их вот так немножечко расплющить. Пленка смазанная маслом, поэтому они не прилипнут. И после этого убираем пленку. Берем стакан с небольшим дном, подсолнечное масло, смазываю маслом донышко стакана и делаю углубление. Получше надо смазать. Можно руками это сделать, можно стаканом. Но вот стаканом, да, прилипает он все-таки. Ну, сейчас буду стаканом намечать, а потом еще руками проходить. Наметила все углубления, можно еще пальцами их чуть-чуть поглубже сделать. И раскладываю начинку. Влажными пальцами, либо силиконовой лопаткой поровняйте начинку. Делаем смазку. Взяла яйцо, к нему немного молока. Берем кисть и смазываем тесто. Отправляю выпекаться. Можно выпекать на конвекции, тогда температуру пониже, где-то 150-160 градусов. Я буду выпекать на режиме вверх плюс низ 190 градусов. И главное их не пересушить. Следите за тем, чтобы они подрумянились, но остались мягкими. 30 минут выпечки. Готовы мои ватрушки. Поднялась сильно серединка, но я думаю, что все в порядке с ними. Все, оставляю остывать. И отправляю печь со вторую партию. Пришло время пробовать. Они остыли, они чуть-чуть теплые внутри. Хорошо пропеклось тесто. Влажность всегда бывает от творога. Мне вот эта влажность под творожной начинкой всегда больше всего и нравилась. Очень вкусно. Чуть-чуть теплое еще внутри. Не дождалась я полного остывания. Баланс сладости, на мой вкус, идеальный. Класс. Мне нравится. Оставлю кусочек на потом. Очень советую вам этот рецепт. Это классическая технология ватрушек. Обычно делают их на дрожжах. Мы сделали на закваске и даже на паре. Технология замечательная, медленного постепенного выбраживания. Получаются очень вкусные ароматные ватрушки. И удобные по графику. Не забудьте подписаться на мой канал, ставьте лайки обязательно, пишите вопросы и комментарии, подписывайтесь на другие мои ресурсы, мы продолжим с вами печь и испечем еще много всего интересного.